Наша планета богата множеством природных явлений – лесами, реками, морями, океанами, пустынями и озерами. Однако среди них есть по-настоящему уникальные объекты, не имеющие аналогов. К таким относятся Эверест, Амазонка и озеро Байкал – природные явления, которые существуют в единственном экземпляре и выделяются своей исключительностью. Байкал – это не только завораживающее природное чудо, но и бесценный кладезь научных знаний о нашей планете, ее прошлом и путях развития, а также ключ к пониманию ее будущего. Байкал давно считается уникальным озером, и это утверждение стало общеизвестным. Однако за этой фразой скрывается гораздо больше, чем привычные представления. Обычно люди называют лишь основные характеристики – большую глубину, огромные запасы пресной воды, а также особенности геологического строения и возраст озера. Но это лишь часть его настоящей уникальности. О геологическом строении Байкала обычно говорят специалисты, а большинство людей ограничивается более общими характеристиками. Чаще всего упоминают, что это древнее озеро, богатое эндемичными видами, с огромными запасами чистой пресной воды и внушительными размерами. Это действительно так, но такие представления остаются поверхностными. Например, говоря о древности Байкала, важно понимать не просто факт, а конкретный возраст и причины, по которым озеро сохраняется столь долго. Существуют так называемые древние озера, возраст которых превышает 2-3 миллиона лет. В отличие от них, большинство обычных озер существуют сравнительно недолго, в среднем от 10 до 15 тысяч лет, после чего постепенно исчезает. Таких долгоживущих озер на планете всего несколько десятков. Байкал относится к этой редкой категории. Его возраст оценивается примерно от 25 до 35 миллионов лет. По этому показателю он занимает второе место в мире, уступая лишь озеру Танганьика, возраст которого достигает примерно 50-70 миллионов лет. Байкал существенно отличается от большинства озер. Обычно после образования водоемы постепенно заполняются осадками, пылью, речными наносами и минералами, и со временем исчезают. Однако с Байкалом этого не происходит. Это связано с тем, что он является рифтовым озером, разломом в земной коре, который продолжает расширяться. Благодаря этому Байкал постоянно растет во всех направлениях, увеличиваясь примерно на 1-2 см в год, что сопоставимо со скоростью движения материков. Существует гипотеза, что через сотни миллионов лет он может соединиться с Северным Ледовитым океаном, превратившись в фьорд. Такая активность указывает на то, что регион остается сейсмически нестабильным. Регион Байкала является сейсмоактивной зоной, где регулярно происходят подземные толчки. Благодаря постоянному росту озера в ширину, длину и глубину, осадки не успевают заполнить его, и оно не исчезает, как большинство других водоемов. Принято считать, что глубина Байкала составляет около 1642 метров. Это глубина воды. Однако под ней находится слой осадков толщиной от 6 до 9 километров. Таким образом, реальная глубина его ложа достигает почти 10 километров. Этот слой представляет собой накопленные за десятки миллионов лет отложения, и именно их изучение представляет особый интерес для ученых. Байкал – единственное место на планете, где можно проследить историю континентального климата за 25 миллионов лет. Осадки, накапливаясь на дне, сохраняют информацию об окружающей среде, изменениях климата, составе биоты, растительности и стоках рек, что делает их ценным инструментом для палеоклиматических исследований. Однако такие данные требуют сложной интерпретации и точных методов извлечения. Для этого в 90-е годы был реализован международный проект «Байкал-бурение», в котором участвовало около 20 стран, и в ходе которого с помощью буровых установок были получены керны, содержащие информацию о древней истории озера. Эти исследования напрямую связаны с современными научными и общественными дискуссиями, особенно в области климата. Байкал отражает не только собственную экосистему, но и процессы, происходившие по всей Евразии, поскольку именно сюда накапливался материал, переносимый воздухом и реками. Анализ кернов показывает, что озеро неоднократно переживало периоды массовых вымираний, связанные с изменениями климата, пожарами и оледенениями.
Основу экосистемы Байкала составляют микроскопические водоросли – диатомеи, которые производят органическое вещество. Их кремнеземные оболочки хорошо сохраняются в осадках на миллионы лет, позволяя ученым отслеживать изменения видового разнообразия и восстанавливать историю экосистемы. По количеству видов, их частоте и динамике ученые могут определить, какие процессы происходили в Байкале в разные периоды. Сопоставляя эти данные с временными отметками от сотен тысяч до миллионов лет, удается проследить, как менялась экосистема озера. Исследования показывают, что Байкал неоднократно переживал периоды массовых вымираний и последующего восстановления, а его сообщества существенно изменялись. В разные эпохи озеро выглядело иначе. Например, существовали периоды, когда оно было более мелководным, напоминало тропическую среду и даже представляло собой несколько отдельных водоемов, которые со временем объединились в 3 современные котловины. Байкал относится к Байкальской рифтовой зоне, где в прошлом существовало множество водоемов. Часть из них со временем исчезла и превратилась в долины, а некоторые, например, озеро Хубсугул в Монголии, сохранились и до сих пор остаются древними и глубокими. Озеро формировалось в условиях постоянно меняющегося климата. Периоды похолоданий сменялись потеплениями, и сейчас планета находится в фазе потепления внутри ледникового периода. Эти изменения напрямую влияли на экосистему Байкала. Так, несколько миллионов лет назад здесь обитали животные, характерные для более теплого климата, включая попугаев. Их хорошо сохранившиеся останки находят при археологических раскопках, в том числе на острове Ольхон. На территории Байкала находят останки носорогов, древних предков слонов и многочисленные папоротники, что указывает на то, что в прошлом климат здесь был близок к тропическому. В ледниковые периоды само озеро, вероятно, не промерзало, однако замерзали питающие его реки, снижался приток воды, что приводило к массовым вымираниям. Высшие организмы сохраняются плохо, но по другим данным видно, что большая часть многоклеточных видов относительно молода, им не более 2 миллионов лет. При этом в Байкале существуют и реликтовые виды, возраст которых достигает десятков миллионов лет, а некоторые из них, вероятно, появились еще до формирования самого озера. Еще до формирования современного Байкала на этой территории существовали другие водоемы, в которых обитали древние виды. Им удалось адаптироваться к климатическим изменениям, пережить катастрофы и сохраниться до наших дней. Это показывает, что экосистема Байкала обладает высокой устойчивостью и позволяет изучать процессы эволюции. Особое значение имеют эндемики – виды, которые встречаются только в одной экосистеме. В Байкале их доля составляет примерно от 60 до 80% в разных группах организмов. Многие из этих видов не встречаются больше нигде, так как условия среды в Байкале существенно отличаются от других водоемов. В Евразии большинство водоемов – это мелкие и временные озера, существующие десятки тысяч лет и затем исчезающие. Байкал же представляет собой устойчивую, практически замкнутую систему, которая не заиливается и продолжает существовать миллионы лет, создавая условия для активного развития эволюции и формирования уникального биоразнообразия. При этом знания о Байкале остаются ограниченными. Основная часть исследований проведена на глубинах от 0 до 50 метров, куда позволяют добраться простые инструменты – сачки, драги и ловушки. Более глубокие зоны изучаются лишь частично, например, с помощью тралов, и значительная часть озера до сих пор остается труднодоступной для науки. Байкал представляет собой разлом в земной коре, поэтому от прибрежных зон до глубин формируются почти вертикальные склоны, так называемые зоны свала. Добраться до них крайне сложно. Современные дроны способны опускаться лишь на 100-200 метров, тогда как глубина озера достигает 1642 метров. На больших глубинах невозможно подойти к скалам, исследовать трещины или пещеры, где, вероятно, обитают неизвестные организмы. Технологий, позволяющих безопасно изучать такие участки на глубинах в сотни и тысячи метров, пока не существует. При этом одной из ключевых особенностей Байкала является его насыщенность кислородом по всей толще воды. Байкал — единственное на планете озеро с глубиной более километра, которое насыщено кислородом по всей толще воды, от поверхности до самого дна.
В большинстве других глубоких водоемов кислород присутствует лишь до глубины около 100 метров. Ниже начинается так называемая «мертвая зона» с сероводородом. Даже похожие по происхождению древние рифтовые озера, такие как озеро Танганьика, уступают Байкалу в этом отношении. В них кислород сохраняется только на глубине примерно от 50 до 80 метров, а ниже вода становится непригодной для большинства форм жизни. В большинстве водоемов кислород образуется за счет фитопланктона, микроскопических водорослей, которые производят его в процессе фотосинтеза и распределяют в верхних слоях воды. Поэтому кислород там ограничен поверхностью, а на глубине обитают в основном бактерии. В Байкале ситуация иная. Благодаря активному перемешиванию воды кислород распределяется по всей глубине. Это происходит из-за впадения крупных рек, создающих течение, а также из-за сезонных изменений климата, которые усиливают циркуляцию воды. Согласно физическим свойствам воды, ее максимальная плотность достигается при температуре около 4 градусов Цельсия. Поэтому дважды в год при переходе от теплого периода к холодному вода проходит эту точку и начинает активно перемешиваться. В Байкале на глубинах свыше 150 метров температура стабильно держится около 3,5 градусов. Это приводит к вертикальному перемешиванию, более плотные слои опускаются вниз, обеспечивая циркуляцию воды по всей толще озера. Весной по мере прогрева воды от 0 градусов она вновь проходит отметку в 4 градуса, становится более плотной и опускается вниз. Этот процесс создает эффект естественного перемешивания, благодаря которому вода в Байкале постоянно циркулирует. В результате кислород из поверхностных слоев поступает на глубину, и даже на максимальной отметке около 1642 метров его уровень остается не ниже 80%. Это уникальное явление для планеты. Хотя на такой глубине не могут существовать водоросли из-за отсутствия света. Там обитают аэробные организмы, адаптированные к жизни в условиях высокого давления и постоянного насыщения кислородом. Эти организмы расселились по всему Байкалу и адаптировались к условиям разных глубин, приобретя уникальные свойства. С увеличением глубины давление растет примерно на 1 атмосферу каждые 10 метров, достигая около 160 атмосфер на максимальной глубине. Обитатели таких глубин эволюционировали в экстремальных условиях и выработали особенности, которые не позволяют им существовать на поверхности. Сегодня они продолжают существовать, поражая своим разнообразием и необычными формами. Среди байкальских организмов есть долгоживущие виды-гиганты, которые в 10-20 раз крупнее своих поверхностных родственников. Они обитают в стабильных условиях глубин, где температура, уровень кислорода и химический состав воды практически не меняются. В отличие от верхних слоев, здесь нет резких колебаний среды, и в темноте при высоком давлении организмы чувствуют себя комфортно. Благодаря этому они могут жить в 5-10 раз дольше и достигать значительно больших размеров, медленно передвигаясь по дну в поисках пищи. Становится очевидно, что значительная часть видов Байкала до сих пор не описана, и о многих организмах наука еще практически ничего не знает. Одной из причин этого являются так называемые криптические виды, внешне одинаковые организмы, которые генетически существенно различаются. Такие виды невозможно отличить по внешнему виду, и для их выявления требуются генетические исследования и специальные эксперименты. Речь идет в частности о микроскопических рачках, амфиподах, разнообразие которых в Байкале значительно выше, чем считалось ранее. Среди них есть как микроскопические, так и достигающие 15 сантиметров в длину. Такие существа обитают на дне Байкала, выдерживая давление в 160 атмосфер. Особый интерес для исследователей представляют байкальские амфиподы, рачки, очень похожие на креветок. В Байкале описано 350 видов морфологически, и предполагается, что их реальное число в 3-4 раза больше. Некоторые байкальские рачки с учетом длины усиков могут достигать до 40 сантиметров. При быстром подъеме с большой глубины они могут разрушаться из-за резкого перепада давления, однако при медленном подъеме сохраняют свою структуру. В Байкале насчитывается около 350 видов таких организмов, что позволяет ученым подбирать объекты с нужными свойствами для различных исследований.
Некоторые из них способны перемещаться с глубин около 1400 метров к более мелким слоям, а отдельные виды совершают суточные вертикальные миграции до 600 метров. Такое разнообразие делает Байкал уникальной площадкой для изучения широкого круга научных задач. Например, для изучения влияния перепадов давления ученые выбирают виды, способные перемещаться на глубину до 1 километра в течение суток. Для анализа воздействия температуры и давления сравнивают прибрежные организмы, адаптированные к переменам среды, с глубоководными видами, живущими при стабильной температуре около 3,5 градусов. Изучение их биохимии и физиологии позволяет выявлять ключевые различия. Также сравниваются виды с разной продолжительностью жизни, например, живущие 1 год и их родственники, способные жить до 10 лет, что помогает понять механизмы долголетия. В целом, разнообразие байкальских организмов дает уникальный материал для научных исследований и показывает, насколько сильно среда обитания влияет на адаптацию. Возможно, не только у этих существ, но и у человека. Реальное число эндемичных видов Байкала, насчитывающее 3500, на самом деле в 3-4 раза больше. В лабораторных исследованиях ученые активно используют искусственный интеллект. Нейросети способны быстро распознавать и идентифицировать большинство рачков, что значительно ускоряет обработку данных и снижает затраты времени. В перспективе планируется полная автоматизация этого процесса, хотя пока она не реализована. Уже существуют системы непрерывного мониторинга, где нейросеть самостоятельно анализирует состояние рачков, водорослей и других организмов. Параллельно развиваются генетические технологии и методы высокопроизводительного секвенирования, которые становятся все более доступными и эффективными. Благодаря им ученые обнаружили, что видовое разнообразие в Байкале во много-много раз больше, чем они предполагали. У ученых есть команда, занимающаяся разработкой имплантируемых сенсоров. Это мельчайшие частицы размером от 5 до 15 микрон, которые изменяют свои флуоресцентные свойства в зависимости от состояния окружающей среды. Их покрывают биосовместимым материалом, и они могут быть выполнены в виде капсул или гелевых нитей. Такие сенсоры можно внедрять внутрь организма. В кровь или гемолимфу рачков, подкожно, а также в жировой плавник рыбы. При освещении лазером с определенной длиной волны сенсор активируется и позволяет считывать внутреннее состояние организма, например, уровень стресса, содержание кислорода или изменение pH. Благодаря этому ученые получают возможность осуществлять непрерывный мониторинг состояния живых организмов без необходимости их извлечения или повреждения. Такой подход позволяет ученым не подвергать организм стрессу, не извлекать его из среды обитания, не уничтожать и не брать образцы крови. Они могут получать данные о состоянии организма в зависимости от изменений параметров окружающей среды. Эти технологии появились сравнительно недавно и открывают новые возможности для исследований. Перспективы изучения этого уникального природного явления имеют множество направлений. Особый интерес для исследователей представляет прикладное использование свойств байкальских организмов. Огромное видовое разнообразие и наличие организмов с уникальными характеристиками указывают на большой потенциал для развития биотехнологий. Например, глубоководные донные организмы, питающиеся органическими остатками, постоянно сталкиваются с патогенными бактериями и вирусами. В процессе эволюции они выработали способность защищаться, синтезируя антибиотики. Для этого в их организме присутствуют специальные микроорганизмы, бактерии, которые и производят эти вещества. Поиск таких бактерий представляет большой интерес для разработки новых лекарственных препаратов, включая антибиотики, что является актуальной задачей мировой науки. Несколько лет назад ученые сформировали исследовательскую группу, которая за короткое время обнаружила ряд новых организмов-продуцентов, способных синтезировать ранее неизвестные соединения. В результате был даже описан новый класс антибиотиков, получивший название байкаломицины. Возможности поиска новых продуцентов антибиотиков и других биологически активных соединений считаются практически безграничными.
Особый интерес с точки зрения биотехнологии представляет насыщение озера Байкал кислородом. Во-первых, Байкал не просто богат кислородом. В период развития водорослей под ледовым покровом происходит его перенасыщение. Кислород накапливается подо льдом и может достигать концентрации до 150% и выше, что обычно губительно для большинства организмов. Однако в Байкале обитает множество видов, способных существовать в таких условиях благодаря развитым системам антиоксидантной защиты. Эти механизмы представляют большой интерес для науки, поскольку могут быть полезны при изучении процессов, связанных с окислением и старением. Согласно теории антиоксидантного старения, со временем организм человека хуже справляется с окислительными процессами, что приводит к постепенному разрушению клеток. Изучение того, как байкальские организмы справляются с перенасыщением кислородом, может привести к созданию новых биотехнологических и медицинских решений, связанных с поддержанием здоровья и потенциальным продлением жизни. Интерес представляет и другая особенность. На дне Байкала при давлении около 160 атмосфер содержание кислорода превышает 80%. В таких условиях кислород становится более агрессивным, а активность молекулярных и ферментных систем снижается из-за изменения структуры белков. Тем не менее, глубоководные организмы не только выживают, но и способны жить значительно дольше, иногда в 10 раз дольше поверхностных видов. Исследование метаболизма и взаимодействия с кислородом у этих организмов имеет большое значение не только для разработки антибиотиков, но и для развития биотехнологий и медицины в целом. Байкал в этом смысле выступает как уникальная природная лаборатория с огромным научным потенциалом. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам было интересно, обязательно поддержите видео лайком и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Здесь мы разбираем действительно удивительные вещи, о которых мало кто говорит. Напишите в комментариях, что вас больше всего удивило. Мне будет интересно почитать. И увидимся уже в следующем видео. До встречи!